Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 31 марта. Поехали! Сургут накрыла сильная метель и снегопад. Судя по сегодняшней погоде, зима отступать и не думает. Метель началась еще вчера и к сегодняшнему утру разбушевалась не на шутку. Синоптики говорят, что порывы ветра в городе достигали 20 метров в секунду и по прогнозам могут достигать 27 метров в секунду. В результате непогоды и плохой видимости на дорогах стало известно о крупном ДТП около Сургутского моста через Обь. Предварительно стало известно об столкновении не менее 25 машин. Из-за аварии на участке было введено реверсивное движение. К сожалению, в аварии пострадало 3 человека и им была уже оказана медицинская помощь. Но это не единственная крупная авария. На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск из-за непогоды столкнулось 22 автомобиля. Там пострадало 2 человека. На нескольких улицах временно из-за непогоды отмечались перебои в подаче электричества. Не работали и светофоры. Синоптики обещают улучшение погоды не ранее, чем в понедельник. Крупный и при этом неконтролируемый лесной пожар разразился в Лагуна-Верге, в районе города Вальпараисо в Чили. Власти уже объявили красный уровень опасности. По данным властей, пламя добралось до жилого сектора, горит не менее 20 жилых домов. На данный момент производится эвакуация жителей из домов вблизи пострадавшей территории. Пламя очень быстро распространяется из-за высоких температур, которые установились в регионе, а также сильных порывов ветра. Для борьбы с огнем задействовали 12 бригад, 5 самолетов и 6 вертолетов. Кроме того, пожарные из Чили сообщили, что к ним присоединились 47 подразделений из других регионов. Ситуация действительно сложная. Уже более месяца ужасные пожары в Чили продолжают уничтожать растительность, гибнут животные. Пострадало 6 человек, они получили ожоги разной степени тяжести. Им уже была оказана медицинская помощь. В столичном регионе бразильского города Куритиба наблюдался сильный ветер с максимальными порывами 30 метров в секунду. Местные жители, которые стали очевидцами такого сильного ветра, сумели запечатлеть на мобильные телефоны разрушения, которые он успел нанести за время буйства. Ветер срывал крыши с домов, учебных заведений, ангаров и навесов. Причем, глядя на эти кадры, все происходило за какие-то считанные секунды. По данным муниципальной гражданской обороны, по меньшей мере 41 район столицы пострадал от падения больших ветвей или деревьев. По состоянию на 2 часа дня было зарегистрировано 95 обращений в службы спасения, связанных с непогодой. Пока не поступало сообщений, пострадал ли кто-то от буйства стихии. По городу проводится оценка нанесенных повреждений. По словам синоптиков, это не все ненастья, которые обрушились на регион. Они прогнозируют сильные осадки до утра пятницы. По штату Арканзас в США прошли 2 мощных торнадо. Одному из них присвоили категорию EF2. Он пронесся над городом Спрингдейл. В результате буйства стихии власти подтвердили гибель 7 человек, и еще 2 получили травмы. Они были доставлены в больницу. По словам официальных лиц, эти 2 торнадо повредили дома и предприятия в Джонсоне и Спрингдейле. Власти объявили чрезвычайное положение. 7 тысяч местных жителей остались при этом без электричества. Метеорологи заранее предупреждали, стихия нанесет мощнейший удар. Прогнозировалось, что скорость этого вихря сможет достигать 217 км в час. Неудивительно, что по городу был нанесен колоссальный ущерб. Этот торнадо сравнял с землей несколько домов, складов и попросту разрушил до основания спортзал одной из школ. Была развернута поисково-спасательная операция. Власти считают, что под завалами некоторых зданий все еще могут находиться люди. Многие из местных жителей вынужденно покинули свои дома. На трассах до сих пор убирают поваленные деревья. В итальянском Палермо была отмечена непогода в виде сильного ветра и дождя. Порывы ветра достигали 22 метра в секунду. Вроде бы не такой сильный ветер, но он сумел нанести повреждения в разных районах города. Как сообщают местные СМИ, погода начала портиться уже со вчерашнего вечера. Из-за сильного ветра произошло обрушение зданий, поваленные деревья и часть терминала местного аэропорта также была разрушена. К счастью, обошлось без травм местных жителей и пострадавших.
Многие дороги на данный момент заблокированы упавшими рекламными конструкциями и деревьями, часть из которых, падая, повредила припаркованные автомобили. Очевидцы буйства стихии поделились видео в социальных сетях. Сильный ветер также стал причиной отклонения 15 рейсов, прибывающих из Палермо в аэропорт Катании. Областная служба гражданской защиты выпустила предупреждение о погодном риске. В западной части Сицилии ожидается желтая тревога, связанная с постоянным ветром от сильного до штормового. Почти 3 недели американские штаты Техас и Теннесси страдают от сильнейших лесных пожаров, которые уничтожили более 40 тысяч гектар земли. Пока уничтожаются лесные ареалы и гибнут животные, местные жители также страдают от этих пожаров. Горят их дома, некоторые потеряли свой бизнес, другие имущество. Увеличению возгорания во многих районах способствовали сильнейшая засуха и мощнейшие порывы ветра, которые и раздували это пламя. В итоге огонь очень быстро перекинулся на жилые районы и сжег дотла несколько домов. По словам жителей, огонь продвигался настолько быстро, что многие, впав в панику, не успели ничего предпринять. У многих не было времени взять с собой вещи первой необходимости и забрать своих домашних питомцев. По сообщению пожарных служб, на данный момент локализовано около 70% от общей площади пожаров. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время западная часть Техаса может столкнуться с экстремальными погодными условиями, которые будут сопровождаться штормами и обильными осадками. Специалисты предупреждают, некоторые районы могут также пострадать от торнадо. Огромный пылевой торнадо был отмечен в мексиканском муниципалитете Текамак, который входит в штат Мехико. Видео огромной воронки, которая образовалась в городе, поделились в соцсетях местные жители. На данный момент нет информации, есть ли пострадавший или нанесен ущерб от прохождения этого пыльного гиганта. Этот торнадо действительно впечатляет своими размерами. Как сообщают местные жители, этот смерч буйствовал примерно 10 минут, а затем растворился в воздухе. Будем надеяться, что от его прохождения никто не пострадал. Интенсивные ливни обрушились на доминиканский Пуэрто-Плата. Эти дожди вызвали внезапные наводнения в провинции. Местные власти уже сообщили, что 2 человека пропали без вести. В течение суток в городе выпало 115 мм осадков. По улицам образовались потоки воды, достигающие высоты 50 см и выше. Они несли по улицам грязь и мусор, сносили все на своем ходу. Пострадало много домов местных жителей, а также припаркованные автомобили. Как сообщают местные СМИ, наводнение нанесло материальный ущерб и затопило 68 домов в 2 районах города. Это второе крупное наводнение в регионе за последние 5 недель. По прогнозам синоптиков, ливни не закончатся до конца этой недели. Власти выпустили предупреждение погодной опасности желтого уровня. Многие дороги остаются заблокированными для движения транспорта. Вулкан Нисина-Сима привлек свое внимание ученых в очередной раз своей активностью. Согласно данным Национального метеоагентства, вулкан Нисина-Сима перешел в активную фазу извержения. Ежедневно вулкан выбрасывает в атмосферу около 500 тонн двуокиси серы. Анализ газов вулкана позволил предположить, что извержение в этом году продлится дольше обычного. Нисина-Сима – это активный остров-вулкан, который регулярно извергается раз в 1,5 года. Вулкан начал проявлять активность еще в январе этого года. Специалисты Токио предполагают, что серия слабых извержений вскоре сменится на более серьезные взрывы, благодаря постоянному притоку магмы. Столб дыма в районе извержения поднимается на высоту 600 метров над поверхностью моря. Кроме этого, зафиксировано образование новой суши диаметром около 200 метров. Сегодня ночью в Асунсьоне и других городах Центрального департамента, таких как Вилья-Элиза, Луке, Капиата, ощущался небольшой тремор. Согласно сообщениям местных СМИ, произошло землетрясение с магнитудой 3,5. Как сообщают местные жители, многих напугали такие толчки, и они выбегали на улицы. Для Парагвая это очень редкое явление. Власти сообщили, что глубина землетрясения была небольшая, всего 10 километров, поэтому она так хорошо ощущалась. На видео, которые сняли очевидцы тремора, видно, как качались люстры в домах, а также сотрясались здания. Местный мост не выдержал этого землетрясения и частично обвалился.
Также поступали сообщения об трещинах в домах, обрушении обшивки зданий. Пострадало и асфальтовое покрытие, которое покрылось трещинами. Жертв и пострадавших не отмечено. За последние сутки на Земле произошло 120 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 7,0. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 8 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции, минутка позитива на канале. Стеклянные скульптуры Марты Колоновской обладают удивительной особенностью. Они имеют размер натуральную величину и издали создают впечатление мягких и пушистых зверей, которых тут же хочется погладить. Однако, подойдя ближе, нетрудно понять, что сделаны они из осколков стекла. Для каждой стеклянной скульптуры мастер выбирает простой и насыщенный цвет. Вначале он изготавливает металлический каркас, покрытый проволочной сеткой, на которую непосредственно крепятся стеклянные элементы. На выставке Марта располагает свои элементы рядом с картинами-оригиналами, чтобы эффект был более убедительный. Помимо разнообразных собак, в коллекции Марты можно отыскать даже лемура, кролика или козу. Все животные убедительно грациозны и выглядят максимально реалистично. Скульптура воспринимается зрителем как трехмерная проекция картины, что создает новую гамму чувств и эмоций. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.